Всем привет! Вы на канале в хоккее. Сейчас мы посмотрим пятый матч, он же первый в Москве, легендарной суперсерии 1972 года СССР-Канада. С момента четвертой игры прошло 2 недели. Канадцы по пути в Советский Союз сыграли 2 игры в Стокгольме против сборной Швеции, победив в одной из них шведов 4-1, другую сыграв ничью 4-4. Попав в Советский Союз, страну с совсем иным строем, канадцы столкнулись сразу с несколькими проблемами. От непривычных для них номеров в отеле «Интурист» до пропавшей большей части еды, которую они привезли из Канады с собой. Все это по рассказам канадцев. Огромную роль сыграла западная пропаганда в уши канадским хоккеистам о вездесущности КГБ, из-за чего игроки Канады в своих номерах пронюхивали каждый сантиметр, надеясь найти устройство, через которое их прослушивают. В одном из номеров так на полу они открутили 5 винтиков, думая, что это очередной жучок, и потом услышали сильный грохот. Оказалось, что это была привинчена люстра в гостиной под ними. К счастью, никто не пострадал, потому что инцидент произошел в 2:30 ночи, и внизу был конференц-зал. Перед самой игрой на объявлении хоккеистов Эспозито подскользнулся на лепестке цветка и упал насмех и радость всем советским зрителям. Но он, как настоящий артист, вышел из положения, отдав поклон всем болельщикам. В составе СССР в обороне появились Гусев и Ляпкин вместо Васильева и Палладьева. В нападении вместо Бодунова и Лебедева появились Мартынюк и Мишаков. У Канады в воротах вновь появляется Тони Эспозито. В обороне Лапойнт вместо Оури. В нападении вместо Голдсуорси, Хала и Хэтфилда появились Ротель, Паризе и Пит Маховлич. Канадцев ждала непривычная европейская площадка. Арена в Лужниках была переполнена. На матче присутствовал Леонид Ильич Брежнев и приближенные к нему люди. Подписывайся, если любишь хоккей прошлого. Harlamov, 17 is the puck that's into play. It slides around. There's a quick pass on the left side. Harlamov goes in. He's knocked sideways. Наши начали по-хозяйски. Якушев после броска отдавал Мартынюку на пустой угол из-за ворот. Как он не забил. Ошибка канадцев в своей зоне. Мальцев отдает Викулову, но тот завозился. Петров отбирает в центре поля шайбу, отдает Михайлову, но Борис промазал. Кларк теряет шайбу в середине, Харламов входит в чужую зону и бросает, но то ненадежен. Кузькин ошибается на чужой синей линии, и Фрэнк Маховлич убегает 1 на 1, бесхитростный бросок и первое спасение Третьяка. Мартынюк из-за ворот, великолепный пас на Шадрина, бросок в касание и вновь Тони тащит. Контратака Канады. Жильбер протыкает шайбу на перо, тот отдает Паризе, бросок и 1-0. Посмотрите, какой скоростной Перро, как он технично обыграл Кузькина и отдал с неудобной на Паризе, и тот открыл счет на 16-й минуте. Харламов по дуге обыгрывает в чужой зоне одного за другим, бросает, шайба проходит мимо, и началась мини-заварушка. Хендерсон выигрывает забег у Рагулина, оттесняет Рагулина от шайбы, отдает назад, и Элис в упор расстреливает Третьяка, но без успеха. Хендерсон отдает передачу, вновь неуверенно играет Рагулин, но Третьяк блестяще в падении остановил Элиса.
В начале второго периода вбрасывание в нашей зоне Хендерсон отдает Кларку и 2-0. Шайба после вбрасывания вроде и отлетела в нашу сторону, но Хендерсон первый ее подхватывает и отдает Кларку, который просто продавливает Мальцева и с упора забивает третьяку. На 26-й минуте Элис удален, и на штрафной скамейке рядом с ним сидит и даже что-то ему сказал Алексей Гурышев. Это знаменитый советский хоккеист, олимпийский чемпион, один из первых советских чемпионов мира. Отличный игрок, а потом стал судьей, причем очень хорошим. Гурышев забросил 379 шайб в чемпионатах СССР, и этот рекорд держался целых 11 лет, пока его не побил Вячеслав Старшинов. Игра 4-4. Михайлов привозит в своей зоне, но Курнае не смог переиграть третьяка. Наши в большинстве. Петров бросает с угла, Тони отбивает, и Мальцев добавлял, но никак не может забить он в этой серии. Лапойнт из угла бросает, рикошет от конька, и Хендерсон вколачивает шайбу в ворота. 3-0. Все-таки сумасшедшая эта тройка Хендерсон, Кларк, Элис. Ее ни разу Синден не менял. Третий гол – это очень серьезная заявка на победу. Гусев ошибается в своей зоне, и Ротель просто простил нас и не забросил четвертую. Хендерсон в очередной раз убегает, бросает мимо и после этого очень неприятно ударяется о борт. Сам покинуть площадку Хендерсон не смог, только при помощи партнеров и врачей. Как он вообще продолжил после этого серию, диву даешься. Михайлов в стиле Харламова проходит троих. Канадцы ошибаются перед своими воротами, и Петров с упора как не попал. Наши взвинтили темп, Харламов перехватывает и отдает Мальцеву, бросок и вновь Тони тащит. Добивание Викулова, также Тони спас. После второго периода канадцы ведут 3-0, нашим нужно что-то делать. В третьем периоде наши с первых секунд начали атаковать, но Харламова в проходе остановил Тони, а атака продолжилась. Через несколько секунд канадцы ошибаются в центре поля, но Викулова все же накрыли. Еще момент. Анисин оставляет назад Якушеву. Бросок с убойной позиции. Как среагировал Тони здесь? Кузькин и Гусев чудят в своей зоне, и Фрэнк чуть не наказал наших. Третьяк красавец. Пахло голом, назревал он. Петров отдает Блинову, и тот делает 3-1. Распечатали ворота канадцев. Все шло к этому. Какой пас в своей зоне отдал Михайлов на Петрова. Сразу отрезал 3 канадцев и вроде и рискованно отдавал через центр, но прошло. Петров все классно сделал, отдал Блинову, и Блинов, как профессор на паузе, положил выбросившегося Тони и завел в пустые. Очень красивый гол в начале периода, который вернул нас в игру. Наши на волне успеха полетели забивать еще. Петров завозился с шайбой в чужой зоне, его обокрали, и Кларк выдал пас Хендерсону и 4-1. Прошла минута 20 после нашего гола. Очень ненужная шайба, но каков Кларк.
Выдал шикарную передачу между двух наших игроков. Это, кстати, был Харламов и Цыганков. И Хендерсон легко убежал и переиграл Третьяка. Казалось, этот гол остудит пыл наших. Хендерсон оформляет дубль. Опять нашим отыгрывать 3. Рагулин отдает Мальцеву за ворота. Мальцев тянет паузу и мимо. Продолжают наши атаковать. Ляпкин бросает от синей, и Анисин подставляет клюшку. 4-2. Посмотрите, Якушев поднял на вершину Ляпкину, и тот в касание бросает, а Анисин в стиле Бориса Михайлова подставил клюшку. Красивый гол, мы в игре. И тут же дуплетом Шадрин 4-3. Пока показывали повтор, наши забросили третью. Между шайбами 8 секунд всего. Теперь Анисин ассистировал Шадрину, и тот аккуратно переиграл Тони. Канадцы дрогнули. У Анисина 1+1. Наши штурмуют ворота канадцев, и уже Гусев должен был сравнивать счет. Тут же команды поменялись воротами. Продолжаются наши атаки. 52-я минута. Мощнейший щелчок Гусева и 4-4. Харламов отдал Рагулину, тот на Гусева, и как хорошо закрыл на пятачке Мальцев обзор вратарю. Но какой богатырский щелчок получился у Гусева. Как же канадцы так сдулись. Петров отдает Михайлову. Ну как же не забил Михайлов, надо было добивать. Сборная СССР просто сметает Канаду в третьем периоде. Харламов поборолся за шайбу, Викулов переигрывает Тони и 5-4. Как красиво Викулов обыграл Силинга одним движением и с неудобной забил 5-ю шайбу. Все логично, наши могли и раньше забить. Какой камбэк. Канадцам ничего не остается, нужно идти вперед. Грубейшая ошибка Блинова, и Курнае бросает. Третьяк тащит все. Канадцы пытаются отыграться, штурма не получается, но вновь привоз, теперь Харламов. Курнае расстреливал, Третьяку надо памятник. В ответке Петров должен был закрывать игру, но Тони красавец. Фантастический третий период удался нашей команде, проигрывая 3-0 и 4-1 выиграть 5-4. Все 5 шайб наши забросили в третьем периоде и просто снесли канадскую команду. У канадцев же теперь нет права на ошибку. Остается 3 игры, и им нужно выигрывать во всех 3. А как вы считаете, что случилось с Канадой в третьем периоде? Повлиял ли размер площадки на результат в этой игре? Пишите в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обзор следующего матча. До свидания.